Хорошо, когда человек, поняв, что хочет переехать за рубеж, сразу четко знает, в какую страну отправиться. Но бывает и так, что желание и даже возможность переехать есть, а вот понимания того, какая страна твоя, нет. Для этого было бы хорошо изучить те или иные особенности разных стран, чтобы понимать, насколько вам близок их дух. Сегодня разбираем 9 популярных стран для переезда. Под номером 1, пожалуй, самая популярная страна для переезда – это Испания. Страна паэльи, коррида и фламенко. Если вы хотя бы раз были в Испании, то наверняка отлично помните эту атмосферу вечного праздника. Такая страна точно не подойдет трудоголикам. Вас здесь не только не поймут и не примут, но и сами вы в конечном счете либо сбежите, либо коренным образом измените свои привычки. А это вряд ли то, к чему вы стремитесь. Испания – это страна, в некоторых городах которой действительно по сей день существует сиеста, заключающаяся в послеобеденном сне. Крупные рестораны и магазины не просто так закрываются на это время днем и вообще работают только до 6-7 вечера. По вечерам испанцы предпочитают встречаться с друзьями и ходить по барам. В общем, Испания для тех, кто любит меньше париться, обожает танцевать и неодержим работой, а также для тех, кто не выносит холода и морозы и предпочитает теплую погоду в любое время года. Здесь много мест для любителей круглый год купаться в море, заниматься спортом на свежем воздухе и часто выезжать на природу. Под номером 2 в нашем списке Италия, родина пиццы и пасты, оперы и эроса Рамазотти. Менталитет итальянцев чем-то похож на менталитет испанцев. Понятие дольче фар ниенте, радость, сладость от безделья, уже давно стало жизненной необходимостью итальянцев. Большинство итальянцев – экстраверты. Они разговаривают громко и эмоционально, а потому переезжать в Италию должен тот человек, который к этому готов. Слышать семейные страсти соседей за стенкой – это нормальная ситуация. Итальянцы также очень семейные люди. Семейные обеды и ужины по выходным – это традиция практически каждой семьи. А сами трапезы – целый ритуал. Итальянцы крайне редко едят на бегу. Они наслаждаются едой столько, сколько необходимо. А за столом почти всегда царит атмосфера веселья, как у нас бывает только в Новый год. В Италию стоит переезжать тем, кто хотел бы научиться не торопиться и наслаждаться моментом. Тема пунктуальности точно не про итальянцев. Эта страна подойдет вам, если вы также любите красивую музыку, ведь даже сам язык по себе довольно мелодичный, и тому, кто ценит хорошее вино и потрясающую кухню. Номер 3. Австрия. Настоящий рай для трудяг и работяг, или для тех, кто хотел бы ими стать. Известный композитор Вольфганг Моцарт и отец психоанализа Зигмунд Фрейд, а также Арнольд Шварценеггер все родом из Австрии. И кто знает, может стать такими великими, им помогла именно австрийская дисциплина. Австрийцы привыкли рано ложиться и рано вставать. Ко сну они отходят в 10 вечера, а в 6 утра уже встают. По выходным могут позволить себе поспать на час подольше. Австрийцы пунктуальны. В свободное от работы время они предпочитают поездки в горы и походы в гости. Страна подходит тем, кого интересует больше работа, чем учеба. Уровень безработицы здесь минимален, работу найти всегда реально. Вероятно, такая страна больше подходит не тем, кто любит шумные встречи и вечеринки, а тем, кто предпочитает тишину и спокойствие. И если Испания и Италия подходят скорее экстравертам, то интроверты найдут себе здесь, в Австрии. Но пока мы не перешли к следующему пункту, напишите, какая страна подходит вам и почему. Номер 4. Франция. Она уже давно перестала быть страной исключительно романтиков и любителей круассанов, багетов и беретов. Давайте брать шире. Это та страна, которая подойдет людям, не привыкшим получать что-то одно. Страна настолько многогранна, что каждый найдет себе что-то по душе. Гурманы оценят французскую кухню, среди которых лягушачьи лапки и фуагра. Эстеты – местные достопримечательности и замки, чего стоит один Амбуаз. Замок, где находится могила Леонардо да Винчи. Любители природы – местные озера и лавандовые поля Прованса, желающие отдохнуть – моря и лазурное побережье, оно же французская ривьера. Спортсмены – горнолыжные курорты, модники и модницы – Париж. Пожалуй, Франция – страна для тех, кто хотел бы уметь сочетать как трудовые будни, так и заслуженный по выходным и вечерам отдых и, придя с работы, наслаждаться бокалом французского вина и сыром бри. Из Франции плавно отправляемся в Голландию, известную своими возможностями легально обзавестись травкой и большим выбором развлечений для взрослых на улице красных фонарей. Но давайте будем откровенны, если мы рассматриваем Голландию для переезда, то уж точно не по этим причинам. Возможностей для переезда в страну тюльпанов гораздо больше.
и они совсем иные. Голландия подойдет тем людям, кто хотел бы поменять свой образ жизни или уже поменял и хотел бы его придерживаться. Это страна с высоким уровнем жизни и безопасности, низким уровнем преступности, свежим воздухом и возможностями заниматься физической активностью ежедневно. Благодаря тому, что у каждого жителя страны есть свой личный велосипед. Подходит страна также и тем, кто тяжело переносит холодную зиму и жаркое лето. Здесь достаточно теплая зима и прохладное лето. Работа здесь находится практически для каждого, уровень безработицы минимален. И Голландия отлично подойдет для тех, кто переезжает всей семьей. Кстати, если вы планируете учиться в Голландии, то вам нужно знать, что здесь многие учебные заведения преподают на английском языке, и некоторые из них очень престижны и ценятся по всему миру. Если вам интересна учеба в Голландии, пишите об этом в комментариях, и мы сделаем об этом наш новый выпуск. А следующая страна в нашем списке — Германия. Германия подходит тем, кто хочет получить достойное образование. Ссылочку на сайт с учебными заведениями в Германии вы найдете в описании к данному видео. Германия также подойдет тем, кто просто хотел бы жить в стране, где царит порядок буквально во всем. Кстати, в 2019 году Германия стала страной номер 1 для развития стартапов. После окончания вуза у студентов всегда есть возможность принять предложение о сотрудничестве от частных немецких компаний. Медицина в стране тоже на высоком уровне. Квалифицированный медперсонал, новейшее оборудование, лучшие медикаменты. В Германии лечат даже самые сложные заболевания. Часто в немецкие клиники приезжают иностранцы. Отдельно стоит упомянуть также и экологию, за которой тщательно следят. Вода идеально чистая, как и воздух, несмотря на большое количество заводов. Однако есть и минусы в виде чересчур педантичных немцев, которые могут оштрафовать сотрудника даже за незначительное опоздание. Но зато вы сможете воспитать в себе дисциплину. Но если вы не рассматриваете европейские страны для переезда, давайте обратим внимание на Канаду. Она, однако, тоже подойдет далеко не всем. Если вы так и не привыкли к холодам, то Канаду вы вряд ли полюбите. Данная страна отлично подходит тем, кому нравятся и интересны чужие культуры. Канада является довольно многокультурной страной, и, вероятно, по этой причине ее жители весьма толерантны к представителям разных стран и народов, а также в целом очень вежливы и дружелюбны. Помимо всего прочего, канадцы настоящие профи своего дела, а значит, что и вы сможете научиться отдаваться своему любимому делу целиком и полностью, если еще не научились этого делать. Канада — страна для будущих перспективных бизнесменов. Правительство поощряет малый и средний бизнес, помогает с минимальной кредитной ставкой, а иногда и вовсе безвозмездно. Причем выплата кредита начинается только спустя год, тогда когда бизнес уже более или менее стоит на твердой почве. США — страна для тех, кто хотел бы начать жизнь с чистого листа, но постоянно оттягивает этот момент, потому что боится в том числе осуждения со стороны окружающих людей. В Америке жизнь после 40 только начинается. Здесь не является чем-то зазорным кардинально менять профессию 3-4 раза или идти обучаться чему-то новому в далеко не студенческие годы. Но стоит понимать, что жизнь в этой стране довольно дорогая, и хотя и зарплаты тоже высокие, и всегда есть возможности, придется попотеть, прежде чем вы будете жить как мечтали. США также подходит заядлым путешественникам, ведь здесь есть мегаполисы и провинции, горы и равнины, реки и озера, океан, заповедники, парки, даже пустыня. А еще стать своим здесь проще, чем в какой-либо еще стране. Достаточно уважать страну и ее жителей и разделять ценности американцев. Номер 9. Китай. Вариант только для самых сильных и не боящихся трудностей. Кто бывал в Китае, тот знает, это словно другая планета. Это огромная пропасть между русским и китайским менталитетом. То, что является одной из самых серьезных трудностей в адаптации. В общем, переезд в Китай — это самый настоящий выход из зоны комфорта. Тем не менее, Китай довольно перспективная страна с точки зрения экономики, и все больше работодателей отправляет своих специалистов работать в Поднебесную. А сама страна выделяет все больше и больше рабочих мест, в том числе для иностранцев. Цены на жилье, транспорт и продукты здесь не сильно высокие, а зарплаты в самом деле хорошие. В большинстве случаев иностранцам, живущим в Китае длительное время, удается накопить довольно большие суммы. Многие иностранцы из стран СНГ, кроме всего прочего, еще и отправляют часть месячной зарплаты родственникам. Сейчас в Китае есть огромное количество возможностей подзаработать, а по-настоящему хорошие специалисты здесь очень высоко ценятся. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, это помогает в развитии нашему каналу. Если в этом списке не было той страны, которая интересует именно вас, напишите об этом в комментарии, и мы сделаем о ней наш новый выпуск. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, впереди у нас много всего интересного из мира зарубежного образования и карьеры.